Приветствую, уважаемые гости и подписчики канала. Чаще всего насекомые представляются человеку как очень неприятные существа, о красоте которых говорить не приходится. Многим чувствительным при одной мысли о чем-то маленьком и шестиногом становится не по себе. Насекомые могут приносить пользу человеку или наносить ущерб урожаю, могут больно жалить или просто отталкивать своим видом. Но среди большого разнообразия есть и красивые насекомые, о которых и пойдет речь. Кристальная гусеница Дальцерида. Эти существа встречаются на территории тропических лесов Центральной и Южной Америки. Они совершенно безобидны, не ядовиты и имеют очень небольшой размер, около 25 мм. Тело некоторых гусениц прозрачное, и зачастую ее просто не видно на листьях и деревьях. Заметить ее можно только по красным кристалликам на теле, и только самый зоркий человек способен разглядеть гусеницу в ее привычной среде обитания. Личинка Дальцериды похожа на драгоценный камень, состоящий из множества маленьких камушков. Эти кристаллики позже превратятся в волосяной покров моли после окукливания. Видов жемчужной гусеницы насчитывается довольно большое количество, порядка 100. Все они имеют общие черты. Так, например, все гусеницы очень липкие, у всех одинаковая овальная форма и округлые шипы. Отличаются они только узорами и расцветками шипов. Одни виды гусеницы имеют очень яркую расцветку, другие совсем не имеют цвета и абсолютно прозрачные. Орхидейный богомол. Это вид богомолов, который можно встретить в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Самки могут достигать в длину 8 см. Так что вживую это существо выглядит еще более удивительно. Орхидейные богомолы очень ловкие и хорошо прыгают, передвигаются перебежками. Но это не просто бело-розовый богомол, что само по себе уже поразительно. Он действительно выглядит как цветок, включая лепестки, небольшую зеленую кайму и некоторые линии прожилки на спине. Абсолютно легко догадаться, чем же питаются данные богомолы. Жертвами станут те насекомые, которым зачем-то понадобилась орхидея, на которой богомолы и проводят свою жизнь, то есть бабочками, мухами, пчелами и стрекозами. В общем, всеми, кто прилетит в их цепкие лапки. Также богомолы могут нападать и на животных, превышающих их размерами, например, ящериц. Стеклянная бабочка – это вид, который очень распространен во влажных лесах, от Мексики и до Аргентины. У этого вида бабочек часть крыльев абсолютно прозрачна. Это объясняется тем, что ткань между жилками в этих местах крыльев лишена цветных чешуек. Однако поверхность крыльев бабочки не полностью прозрачна. По краям имеется рисунок, а также сетчатый узор по всей поверхности крыла. Помимо необычных крыльев, бабочка имеет еще одну интересную особенность. Ее гусеницы питаются исключительно ядовитыми растениями рода цеструм. Такая токсичная монодиета приводит к тому, что в организме насекомого накапливается большое количество яда, который сохраняется на протяжении всей жизни. Поэтому бабочка не представляет никакого интереса для хищников. У нее нет естественных врагов, а ее процветание зависит только от благоприятных условий обитания. Орхидная пчела. Орхидные пчелы распространены исключительно в Южной или Центральной Америке. Эти пчелы размером с обычных, но могут быть зелеными, синими и золотистыми, с металлическим отливом. Почему эти пчелы называются орхидными? Это все из-за их особой любви к орхидеям. Самцов привлекает аромат этих цветов. Они собирают на них ароматические вещества. Затем они выделяют накопленные ароматические вещества в определенных местах лесного подлеска, где происходит их спаривание самками. Они очень быстро летают от цветка к цветку и в то же время способны очень долго висеть в воздухе, собирая ароматические вещества. Самцы орхидных пчел абсолютно безвредны для человека, но вот у самок есть жало. Однако укус этих пчел не такой болезненный, как, например, у обычной медоносной пчелы. Хлопковый орликин. Уроженец Австралии, этот ярко окрашенный жук определенно привлекает внимание. Их обычно можно увидеть в теплое лето в Сиднее, питающихся богатыми сахаром растениями. Питается соком гибискуса или хлопка, прокалывая стебли растений, поэтому считается вредителем. Иногда это насекомое называют вонючим клопом, поскольку он имеет железы, выделяющие неприятный запах.
Когда клопы собираются вместе, запах многократно усиливается. Их яркая, оранжево-зелено переливающаяся окраска призвана отпугивать птиц, мол, осторожно, ядовито и несъедобно. Эти клопы очень миролюбивые, любопытны и совершенно не представляют опасности для человека. Паук-павлин. Встретить в дикой природе паука-павлина можно только в Австралии. И то не везде, а лишь на территории некоторых штатов в Восточной Австралии. Паук-павлин обладает необыкновенной внешностью. Его невозможно спутать ни с одним другим видом. Однако прежде чем приступать к его описанию, необходимо упомянуть об одной очень важной детали. Самцы внешне сильно отличаются от самок. В отличие от серых дам, кавалеры окрашены в пестрые радужные тона. Паук-павлин – это тип прыгающего паука, который исполняет маленький веселый танец, павлируя самок во время брачного сезона. Он шевелит своей яркой задней стороной, в надежде, что симпатичная женщина-паук-павлин заметит его. 8 глаз обеспечивают ему хороший обзор, ведь только 4 блестящих бусинки смотрят вперед. Паук может заметить добычу более чем за 20 сантиметров, а это огромное расстояние для создания размером всего в 5 миллиметров. Бабочка Сатурния луна. Ее можно встретить на большей территории Северной Америки, в том числе в Гренландии и горах Мексики, и она является одной из самых крупных в США. Размах крыльев доходит до 114 мм, а ее интересный цвет, лаймовый, идеально подходит, чтобы оставаться незамеченной. Сатурния луна ведет ночной образ жизни, использует рисунок своих крыльев в качестве защиты от хищников. Также может подражать опавшим листьям на земле, оставаясь долгое время неподвижной. У бабочек Сатурния луна отсутствует ротовая полость. После того, как они выйдут из кокона, у них начинается 7-дневная жизнь, в течение которой они производят потомство. А жизнь прерывается из-за нехватки еды. Эти существа обитают в Северной Америке, и это не мудрено. Их развитие тесно связано с кленовым деревом, поскольку листья клена служат первым и единственным источником питания для гусеницы. Ее тельце покрыто длинным мягким пушком, помогающим лучше опылять соцветия. Розовая кленовая моль проявляет активность ночью, а в светлое время суток она отдыхает, а ближе к 8 часам вечера вылетает на поиски партнеров для продолжения рода. Ее привлекает яркий свет, поэтому множество прелестных созданий собираются возле источников искусственного освещения. Эта бабочка была впервые зафиксирована и описана в 1793 году в США. Продолжительность жизни розовой кленовой моли не превышает 5 дней. Гусеница Данаида монарх. Бабочка-монарх считается одной из самых прославленных красавиц животного мира, но она не менее удивительно выглядит, будучи еще гусеницей. Гусеницы монарха имеют яркие черные и желтые полоски. Такая окраска предупреждает о том, что это насекомое ядовитое. Гусеница вылупляется через 4 дня после кладки, съедает остатки яичной оболочки и затем приступает к поеданию листьев. На этом этапе монарх накапливает питательные вещества для перехода в фазу куколки. Стадия гусеницы длится около 2 недель. Каждый год до 1 миллиарда бабочек-монарх проделывают путешествие более чем в 3000 километров из Восточной Канады в леса Западной и Центральной Мексики. Длительное путешествие, в которое осенью отправляется бабочка-монарх, чрезвычайно интересно. Весеннее возвращение монархов на север напоминает эстафету. Взрослые монархи живут всего месяц с небольшим, поэтому одно поколение бабочек не способно завершить миграцию. Таким образом, за одно ежегодное путешествие сменяется несколько поколений монархов. Божья коровка. Божья коровка – это вид насекомых, который мы можем найти практически во всем мире. Это небольшой жук, легко узнаваемый по черным пятнышкам на его поверхности. Большинство видов божьих коровок красного цвета, но могут быть оранжевого или желтого. Всего было обнаружено более 6000 видов божьих коровок. Коровкой насекомое назвали за то, что при опасности на сгибах его ножек выступает желто-оранжевая пахучая жидкость, которым она отпугивает своих врагов. Интересно, что когда-то этой жидкостью люди смазывали свои больные зубы. А вот для птиц цвет, пятна и запах выделений божьей коровки служит сигналом предупреждения о ее несъедобности и ядовитости.
Если все же неразумная птица отважится проглотить божью коровку, то рискует сильно обжечь свое горло. На самом деле божья коровка не безобидное травоядное насекомое, а активный хищник. Объект ее охоты – тли и клещи. Аппетит у божьей коровки богатырский. В день она съедает примерно 50 тлей. Ее помощь садоводам и огородникам просто неоценима. Что ж, друзья, надеюсь, видео вам понравилось и вы узнали кое-что новое. Возвращайтесь смотреть новые видео. Всего вам доброго!